Итак, друзья, привет! С вами Фавионыч. Сейчас мы проверим звук. А то мне тут писали люди, что звука нет никакого. Сейчас я должен обязательно это проверить. Убедиться, что звук есть. Но у меня сегодня контрольный аппарат есть. Поэтому на всякий случай напишите комментарии. Чат открыт. Итак, друзья, сегодня тема дня – это автономная или на русский язык независимая фотография. И мы будем сегодня рассматривать это в нескольких контекстах. Я вкратце скажу, что первый контекст это касается мнения и взгляда фотографа. Ну, я думаю, что эта тема на все времена актуальна. А вторая часть касается именно работоспособности и пригодности техники. В данном случае мы поговорим и о камерах, и о способах их автономной работы. А что такое автономность, друзья? Автономность это в первую очередь, конечно же, успешное проведение фотосессий, фотосъемок, ну и сохранение всех рабочих материалов вне зависимости от внешних условий, которые могут ограничивать систему. А поскольку фотоаппарат это тоже система, и фотография сама по себе является частью и среды, и сферы, и в том числе и системы, мы рассмотрим варианты, как обезопасить себя от внешних каких-то агрессивных проявлений, так, чтобы техника работала. И в этом нам помогут масса устройств, которые у меня на столе. Мы поговорим. Третий пункт этого всего – это временная независимость. И здесь я такой слоган выбрал – это прыжок в будущее. Как современная фотография может стать новой фотографией. Я надеюсь, что все-таки вы что-то напишите в комментарии. Фавионыч у меня сегодня на свету, видите, он вышел из тени. Солнышко у нас сегодня уже светит хорошо, весна начинается, поэтому думаю, что все к лучшему, можно так сказать. Итак, друзья, с чего надо начать? Ну, можно, конечно, теоретизировать, рассматривать это с точки зрения каких-то сугубо абстрактных позиций, но не будем теоретизировать. Я скажу так, мы сейчас окружены в данный момент огромным количеством информационного шума, о котором я рассказывал, и множество видео, которые были сделаны, если вы смотрите мой канал, как раз объясняли, как выйти из этого информационного шума или шума внешнего, который вам мешает сосредоточиться при ведении своих фотографических изысканий, экспериментов, можно так сказать. Итак, ну и, конечно, ложные взгляды. Это касается и мнения так называемых экспертов, да, которых сейчас развелось на просторах интернета огромное количество. Я себя ни в коем случае не отношу себя к экспертам, вне зависимости от того, в каких отраслях я действую, да, будь то радио, будь то телевидение, хотя у меня специальности поэтому есть, и, собственно говоря, многолетний опыт в этих средах у меня существует. Но я себя никаким образом никогда не считал экспертом, потому что эксперт в нынешние времена, друзья, это слово ругательное. И попрошу его не произносить, как говорил известный герой. Так вот, что же главное? Что же главное в это время? Да? Напишите, кстати, как звук. У меня тут наушники вылазят из уши. Я на всякий случай сделал контрольный какой-то мониторинг, чтобы можно было, ну вроде работает. Мнение. Ну, здесь мы с этим сталкиваемся постоянно. Вы знаете, что когда вы смотрите, слушаете, что делают другие фотографы, и цикл моих про сеть Flickr, цикл про другие соцсети, которые сейчас мною покинуты, да, в январе месяце, вы знаете, что мету я покинул. Об этом было записано видео, причины, почему я это сделал. Ну, и сейчас я не сомневаюсь, что из-за того, что мы сейчас идем верными шагами в новый мир, абсолютно новый, Россия находится на острие ножа, можно сказать, этого мира, и от ее опыта будет зависеть дальнейшие шаги других стран. Я в этом абсолютно убежден. Как бы это ни называли люди, тем не менее, это можно оценить только с временной шкалы более крупной, чем там, один день, один месяц, один год даже. Потому что некоторые события, они видны только на фоне какого-то промежутка времени. Так вот, как сохранить свое мнение, взгляд в этом меняющемся мире?
С учетом того, что многие из вас работают в разных жанрах, да, фотографий, кто меня смотрит, или кто-то еще делает первые шаги, там многие тут написали мне в комментариях, ну вот один комментарий был, что научись сначала снимать не свою рожу, а сумку, да, которую тестируешь. Ну, вспоминается, помните, такой был, ейный Харио мне врыло. Ну да, пускай у меня будет рожа. Да, предпочитаю быть рожей, чем личиком. Каким-то умиляющим всех личиком. Таких личиков у нас в дураскопе навалом. В интернете их достаточно большое количество. Правда, сейчас по какой-то причине они покинули территорию России, многие из них. Ну, это их выбор. Они с этим будут жить дальше. Так, теперь что касается конкретных шагов, как сохранить и как стать независимым мнением. Да? Ну, во-первых, делать то, что вам нравится, вне зависимости от того, что про вам говорят ваши родственники, знакомые, там, окружение, что они считают правильным, что неправильным. Положите на всех с прибором. Такое простое русское выражение, которое очень уместно в данном случае. Если вам нравится снимать полеты дрона с подсветкой, такими замечательными штуками, как я показывал вам, да, ну, занимайтесь этим. Если делаете ночную съемку на высоком разрешении, ну, кстати, как работает подсветка дополнительная, неплохо, да? Видите, какой уровень. Можно даже корректировать свет. О, я ослеп. Да. Если вы хотите делать какие-то новые варианты пейзажной фотографии, если вам нравится заниматься макрофотографией, и вы пытаетесь открыть какие-то новые горизонты, которые еще не открыты, 22 год самое время, друзья. Эта волна уже начинается на подъеме, и сейчас в конце года мы увидим множество... Ух ты, у меня тут замерло все. Контроль. Корректировать свет. Да, вроде работает пока. Надеюсь, что все будет работать и дальше. Так что не отвлекайтесь на этот шум, занимайтесь этим, изучайте и как можно быстрее переходите в режим работы в автономный. Да? Почему я назвал автономный? Это автономный на русском, это независимый. Независимый в данном случае от мнения и от взгляда. Поэтому если вам будут вталкивать, говорить, что нет, портреты снимать нужно так, портреты снимают только в сепии, или портреты снимают только в черно-белом режиме, или портреты нужно снимать только в студии. Да плюньте на это, забейте и снимайте так, как вам надо. Ох, что-то у меня тут со звуком опять произошло. Так, проверяем. Да, у меня почему-то индикация уровня не пошла. Не пошла индикация уровня. Но вроде звук идет. Звук идет, но как-то что-то все очень подтормаживает. Опять, наверное, какие-то ограничения. Но я надеюсь, что все будет нормально. Зелененьким лампочка горит. Но почему-то вот что-то как-то подтормаживает немножко. Ну, пишите в комментариях, друзья. Звук идет, но как... Странно, конечно, все это. Такое подтормаживание. Я не знаю, хотя канал, в принципе, нормальный. Должно быть все работать. Дальше. Основная тема – это работоспособность технических устройств, которыми мы пользуемся. И здесь мы должны говорить о том, что если у нас не пленочная фотография, а, кстати, по пленочной фотографии, вы знаете, для того, чтобы стать автономным, нужно взять с собой очень много пленки. С точки зрения проявления, да, вы знаете, что я записывал видео, как это делать с помощью проявителя, как кофе, да, или чай можно использовать. Поэтому в полевых условиях, в условиях недоступности химических веществ, есть вокруг нас огромное количество растений, которые также можно использовать в качестве проявителя. Ну а в качестве фиксатора там вообще ничего сложного нет. Это может быть масса всяких других веществ, которые тоже доступны. Вплоть до того, что люди соль даже используют. Значит, что касается камер классических, электрических, которые сейчас работают, большинство из них работают на аккумуляторы, которые имеют напряжение в районе 5 вольт. Большинство. Поэтому для того, чтобы обеспечить в случае отключения электричества, да, это основное, что может лишиться, да, фотограф,
в варианте, когда вы работаете. Как это обезопасить? Ну, можно носить с собой огромное количество аккумуляторов, что в принципе я всегда и делаю, да. Но аккумуляторы нужно тоже где-то заряжать. И в данном случае я настоятельно вам рекомендую запастись, пока есть еще возможность, да, я надеюсь, что она не пропадет. Это пауэрбанки больших мощностей, это может быть несколько пауэрбанков. Они могут быть с современными разъемами, включая универсальный USB, USB 3.0. Ну, здесь у меня, видите, все виды. Для зарядки используется обычный микро. Также есть разъем USB-C, который актуален будет для тех людей, которые пользуются какими-то другими современными устройствами, например, теми же самыми маками новыми. Что это дает? А это дает следующее, друзья. Это дает в первую очередь... Так, сейчас я наклоню. Так, может быть. Так, не попадает, да? Не попадает. Ладно. Это дает вам возможность подключить в один вариант. Это вытащить разъем. И современные камеры, многие уже имеют возможность работы от пауэрбанка, те же самые Sony семерки, все остальное. В случае с Sigma или других камер можно изготовить или купить оригинальный аксессуар, который дает возможность подключиться. Грубо говоря, вам нужно вот это подключить к этому. Все, после этого вы забудете про батарейки. Понятно, что в случае каких-то полевых, отсутствия полного доступа к электричеству, вы можете изготовить просто кабели, используя аккумуляторы, можете приготовить переходники, чтобы была возможность подключить это к пауэрбанку. Я показывал вам решение для дрона, то же самое, да, такой переходник, который позволяет переключиться с 220 вольт на портативные зарядные устройства, в том числе и пауэрбанки. Значит, что можно еще сделать? Можно еще сделать следующее. Сделать несколько переходников под разные типы ваших устройств. Но благодаря тому, что современные в основном устройства перешли на USB в разных ее модификациях, ну, иметь несколько шнуров USB, которые вы в любой момент, простейшие навыки в пайке, да, или даже не в пайке, в обжиме, вы сможете превратить в шнур, которым сможете запитать ваше устройство. В самом простом случае, грубо говоря, прямо на ходу в поле разделать этот USB кабель с помощью вольтметра, да, и сделать возможным работы камеры от пауэрбанка. Я считаю это крайне важным, причем не только в условиях каких-то особых таких полевых, но и в случае, если каким-то образом у вас нет, ну, полевые, я имею в виду что, нету дизель-генератора, да, отсутствует 220 вольт в ближайшем варианте. Есть только какие-то питающие 24-вольтовые устройства. Но, ну, я могу сказать, что... Привет, Максим. Сегодня тема автономность. Так вот, независимость с точки зрения технической, я жду от вас комментариев, как вы это видите, насколько вы обращаете на это внимание. Потому что, ну, вы знаете, я ходил, когда снимал с дрона, у меня там сел аккумулятор, или там дрон улетел, завис, я его не смог вывести, потому что отключились спутники. Это тоже, кстати, проблема. Так вот, если у вас с собой есть не только варежка, да, как я в варежке отогревал, а есть пауэрбанк большой мощности, вы сможете этот вопрос решить. И вот это устройство, например, позволяет там, за 1,5 часа зарядить мой дрон моего аккумулятора. Да? Причем этого зарядного устройства хватит на несколько зарядов. В случае камер они потребляют меньше гораздо ток, поэтому я думаю, что такого пауэрбанка 30-50 тысяч, который можно купить, там, я не знаю, сколько там, $30, там 50 по-разному, вы можете несколько раз зарядить. Плюс самое большое преимущество этих устройств в том, что, например, тот же самый Powerbank, подключив к батарее, сейчас я переключусь на другой режим, ну, давайте просто посмотрим, раз уж такая тема, покажу вам что-то, да, разнообразить наш эфир. У нас солнце светит, напишите, что у вас, как весна у нас началась уже, в нарушение моих прогнозов в том, что будет еще суровые морозы, 25 градусов, ну нету, все отлично, птицы орут, птицы поют, и все хорошо. Так, что-то у меня подвисло, сейчас загрузится, когда я переключу, покажу. Дальше, перенос, ну здесь я выделил еще старая школа и старые принципы работы. Здесь тоже это имеет значение, потому что, почему?
Потому что старая школа предполагает, что вы там сидите в студии, снимаете что-то. Да? Ну, изменились условия, и вы вынуждены выйти в поле, снимать в поле. Поэтому старые принципы работы не работают. Работают только новые. И я сегодня буду говорить как раз о новых способах, от новых для меня и для, может быть, для кого-то это не новые способы, но для некоторых будут новые способы. Вы знаете, что в путешествии я давно уже не использую ноутбук. Все свои редактирования, все свои обработки, в том числе работа в онлайне, я использую с помощью вот такого устройства, это iPad 2016 года, крошка, и в том числе обработка. Поэтому полностью автономным я становлюсь благодаря вот такому аксессуару, да, если говорить про Apple, которые там кричат, что все закроют, все отключат. Ну, ничего страшного, друзья, всегда можно найти способы, как это все сделать работоспособным. Здесь у меня переходник стоит от карточки, от маленького размера, да, ну вот они. Да, кстати, еще не упомянул я вам, да, что еще требуется для полной автономности устройства. Ну, солнечная батарея, которую я вам сейчас хотел показать, которая позволяет зарядить ваш пауэрбанк, что солнце светит в основном всегда. Когда оно перестанет светить, уже ничего не надо будет, честно сказать. Дальше, пауэрбанк, батарейные блоки, о которых я упомянул, да, то есть есть батарейные блоки, которые питаются от обычных пальчиковых батареек. С помощью шнура вы можете приспособить это для зарядки вашей камеры. Дальше, ну, упомянул то, что 5-вольтовый стандартный режим в камерах и в других устройствах, ну, кроме дронов, да, там больше там 12-вольтовый. Поэтому изготовьте переходник, купите такой переходник для ваших устройств, чтобы вы смогли все ваши устройства подключить вот к такому. Для чего это нужно? Если вы сможете вот это заряжать от солнца, то все остальные проблемы решены сразу. Дальше. Карточки. Карточек мало не бывает, много не бывает тоже. Поэтому вне зависимости от размеров, да, то есть если у вас вот таких карточек много, вы просто через переходник их вставляете. В данном случае вот у меня переходник и вперед. У меня там несколько переходников. Ну и запаситесь побольше карточками, потому что карточки, кроме того, что они теряются, ломаются, честно говоря, в полевых условиях как раз большее количество карточек дает большую свободу и гарантию, что у вас все получится и сохранится. Поэтому будет у вас 5 карточек, хорошо, будет 10 еще лучше. Кто занимается фотографией давно, знает, что чем больше, тем лучше, как говорится. Да, показал я устройство для чего. Есть такое устройство для iPad, для iPhone, которое позволяет видеть карточки. Тем более в новой версии вы знаете, что эта штука теперь видна как внешний диск, и можно подключать к новым iPad даже жесткие диски, да, и записывать на них напрямую или брать с них информацию. Поэтому много всяких устройств. Так, Олег, а можно поподробнее про адаптер с карточки? Можно снятое видео с камеры на карточке смотреть на iPad. Да, конечно, да. Я могу так сказать. Ну, во-первых, те программы, которые я пользуюсь. Если вам будет интересно, можно отдельное видео записать. Но вкратце, в принципе, расскажу. Программы, которые я пользуюсь в первую очередь для работы с фотографией. Ну, это, конечно же, Flickr. Для обработки это Photoshop Express. Можно снятое видео с камеры на карточке смотреть. Конечно, можно, да. На iPad есть замечательная программа, я на iPhone вам покажу ее. Эта программа идет уже в софте изначальном, да, насколько я помню. Может быть, конечно, ее надо ставить отдельно. Называется она «Файлы». Вот она. Вот так выглядит. Сейчас посмотрим, будет ли видно, да. Вот видите, сейчас камера сфокусируется, она здесь все-таки хорошая, умная камера, надеюсь. Да, вот эти файлы. Файлы нажимаете, и после этого, если вы что-то записали, открывается вот такая штуковина. Берете карточку. Давайте заодно покажу вам, посмотрим. Что-то у меня есть на этих карточках или я. Эти файлы можно переносить на iPad. Я пользуюсь, поскольку еще и работа с зеленым экраном иногда, и монтаж видео, я пользуюсь программой LumaFusion для видео, да, для монтажа. Кто-то может пользоваться iMovie, какими-то другими, их масса вариантов. Ну, вставляем карточку, посмотрим. Что появляется, когда вы вставляете карточку? Так, ну, здесь можно в iCloud Drive. Кстати, по поводу iCloud Drive. Сейчас из-за того, что вчера или позавчера отключили возможность работы с iCloud Drive, потому что, ну, оплаты нет теперь с карточек. Это можно обойти. Во-первых, можно использовать, кто, кстати, не знает, оплату Apple Store с помощью телефона. Можно выбрать настройки, в настройке прямо телефона. Это, кстати, тоже к автономности методу.
выбрать оплату с помощью телефона. И если вы кладете деньги на телефон, МТС, там, Мегафон, можете оттуда потом платить то же самое, это, или iCloud, если вы покупаете, как у меня, или какие-то другие программы. Ну, в общем, все это можно. Или покупать iTunes-овские карточки. Ну, это более, наверное, заморочно, раньше так делали. Дальше смотрите, что появляется. Появляется вот такое меню, где вы можете выбрать. В том числе, видите, Untitled. Но он у меня никак не назван, да, ну, можете открыть, посмотреть. Открываем. Ну вот у меня здесь папки. Эти папки, грубо говоря, дрона. То есть если открыть сейчас вот, Macro, ну и дальше вот видите здесь клипы, да. Клип. На телефоне, конечно, не так быстро получается, но по идее можно открыть. Здесь масса служебных файлов, которые в байтах измеряются, а потом идут видеофайлы, которые здесь у меня есть. Ну вот, что тут у меня под рукой? Картошка какая-то. Ну ладно, картошку пролистаем, может найдем что-то более интересное. А, это у меня карточка старая, наверное, еще с Турции. Ну вот 63 мегабайта какое-то видео, да. Что-то я тут говорю, рассказываю. Видите, иду, рассказываю. Все работает, все видно. А, это как раз, по-моему, мы собирались куда-то ехать. Так что все работает, друзья. А дальше, если вы хотите это все сохранить, вы этот файл выделяете, ну и отправляете куда вам надо, там, как удобно. Это что касается программы переноса. Так что не просто так я отказался от MacBook, хотя, конечно, на MacBook все это, как казалось бы, раньше было быстро, но в то время, как появился iPad, могу сказать, что все намного быстрее работало, чем на самых-самых крутых iPad, MacBook, потому что память здесь быстрее намного, даже на старой модели, которая уже там 5 лет, ну какой, ну да, больше уже, 6 лет уже. Тем не менее, до сих пор все работает, все замечательно. Так что вот. Теперь, что касается вот этих, я заостряю ваше внимание на то, что подготовиться к вам, к тому, чтобы в случае автономности, когда вам потребуется, если вы в поход идете какой-то или далеко, вот это устройство, да, дизель-генератор вряд ли вы с собой будете таскать, но сделать из USB-шников или просто купить, они копейки стоят, все типы USB-переходников, и сделать переходник или купить для вашей камеры, которая питается от батареи. Это можно сделать из самой батареи. Если у вас какая-то старая батарея, вы можете аккуратно ее разобрать, посмотреть видео в интернете, подпаяться к этим контактам и сделать переходник для пауэрбанка. Ну, во-первых, ни одна батарея, даже самая крутая, даже блоки батарей не заменит вот такой пауэрбанк. Современные камеры, новые, они, как правило, имеют возможность подключения к пауэрбанку. Та же самая семерка Sony. Я не знаю, как она не реализована. Я думаю, что то же самое. Но у меня камера старая, поэтому можно купить, называется он C41, переходник, который готов уже для работы, сразу подключить его. О, солнышко вышло на меня. Да, Максим пишет, классно, большое спасибо. Мне как раз нужен планшет, чтобы периодически видео с камеры смотреть. Apple не рассматривал только потому, что нет отсека для карточек. Да нет, слушайте. Во-первых, там не только есть отсек для карточек, в новом программном обеспечении теперь я говорю, что он видит еще не только файлы, он видит и жесткие диски, новые там, самые последние, они с Thunderbolt завязаны, там даже тяжелые, быстрые жесткие диски. Плюс к тому, есть еще переходник, который я, к сожалению, продал. У меня был переходник вот такого типа, где есть USB еще внешний, и еще там что-то было. То есть можно подключать другие устройства. У меня была даже камера видео, кстати, подключает. У меня, кстати, было желание такое сделать, попробовать запустить через iPad внешнюю камеру. Это тоже можно было и раньше делать, но вот с появлением софта, который позволяет работать с... все, у меня вроде тут заработало что-то. Давайте я вам покажу что-то. Надеюсь, что все будет слышно. Я надеюсь на это. Наушник мой отключился. Ну ладно. Так, давайте я покажу вам. Значит, солнечные батареи. Почему я о них упоминаю? Потому что я ими пользовался еще тогда, когда у меня не было какой-то другой техники.
я брал с собой портативную солнечную батарейку, которая уже была с аккумулятором, и ух ты, ухо осталось. Поэтому я рассматриваю варианты. Самые удобные, конечно, тут такие раскладные батареи. Они разных типов, посмотрите в интернете. Те, которые можно повесить на рюкзак. Почему? Потому что этот способ наиболее интересен. Вы путешествуете, у вас батарейка заряжается. У меня был портативное зарядное устройство на батарее с аккумулятором небольшой емкости, которое я просто карабином цеплял к рюкзаку и ходил с ним в Греции, снимал. У меня небольшой емкости была, но тем не менее iPhone она заряжала. Сейчас есть батарейки и 20-ваттные вот такого плана, да, и большей мощностью. Могу сказать, что есть даже батареи, если 20 ватт, то это по идее можно сразу от нее питать устройство без заряда на какой-то внешний блок. Все эти батареи, как правило, оснащены вот такими внешними блоками USB. Да, по поводу фирменные или не фирменные, брать только оригиналы, потому что китайские не будут работать. Во всяком случае, то, что я пробовал давно, когда были оригинальные и оригинальные работают, не оригинальные не работают. То есть не оригинальные, если взять переходник на USB, там только зарядка была. Только зарядка работала. Но во всяком случае, это вот у меня попадались. Сейчас не знаю, сейчас вполне вероятно, что Китай очень сильно продвинулся, все технологии они уже в принципе умеют делать. Возьмите, попробуйте. Я не знаю, но я помню, что эта штука не дешевая, я покупал ее, помню, за границей. Долларов 50 она стоила оригинально. Сейчас я не знаю, сколько она стоит, посмотрите. Попробуйте, если она там стоит 500 рублей, то, конечно, можно попробовать, долго заработать. Вот, что касается батарей вот этих солнечных, это очень необходимая вещь. У меня была, потом я подарил своему учителю по парусному спорту на Крите. Вот такая штуковина, она раскладывается. Можно, в принципе, самому сделать, потому что есть, продаются просто сами листы. Если у вас там с руками все хорошо, вы можете купить листы, купить проволоку, все это спаять. Но заводской способ, конечно, интереснее и намного надежнее, чем сами возиться. Ну и плюс цена дешевле не будет, потому что китайская рабочая сила недорогая, все это делается там. Есть, конечно, изделия, которые в Америке делаются, вы их тоже в интернете найдете, но там увидите ценники не 3, а 30 тысяч, то есть такой ценник будет сразу другой. Европейцы делали, немцы делают. Я одно время даже, по-моему, высылал кому-то, кто меня просил ссылки вот на эти оригинальные устройства, европейские, американские. Сейчас это абсолютно не актуально, потому что основной рынок в ближайшие годы это будет Китай. И он, в принципе, уже есть, а тем более для ограничений с Россией, то, что связано. Я думаю, что все будет покупаться там. Даже если вы будете попытаетесь и сможете что-то оплатить в Амазоне, что уже практически нереально, или на eBay, все равно поедет это оттуда. Теперь второе, что я хотел покупать, по поводу пауэрбанком. Да, вы знаете, что я долгое время пользовался таким тоненьким пауэрбанком от компании Xiaomi, или как он там, Mi, короче. Написано было 10 тысяч, понятно, что там никаких 10 тысяч нет. Потому что по весу он, хватало мне этого на одну зарядку на телефон, максимум все. Но он легкий такой. Вот эта штука весит полкило, она реально как бы соответствует своей емкости. Я уже пробовал, и высадить ее очень сложно айфонами, даже айпадами. У айпада, кстати, у моего емкость батареи 10 тысяч, 10 ампер, грубо говоря. 10 тысяч. Поэтому даже этой батареи хватит несколько раз зарядить полностью iPad. Поэтому обращайте внимание, в первую очередь, на тяжелое. Есть даже 50 тысяч, я видел, килограммовые такие плюшки. Видите, вот варианты, где уже какие-то куча переходников в комплекте. Но это, наверное, не очень надежно, потому что я все-таки считаю, что нужно просто иметь несколько шнуров. Это удобно переносить и, грубо говоря, с собой просто для разных устройств. Это, кстати, устройство обязательно с двумя берите. Почему? Потому что есть вариант, когда вам потребуется большее напряжение. И в случае, например, вот где дрон у меня 12-13 вольтовый, поэтому вот таким переходником, который я вам показывал, вы можете заряжать вот даже 12-вольтовые от пауэрбанка. Они просто объединяются в напряжение и получается большее напряжение. Поэтому есть вариант даже зарядить опять-таки, если вы имеете именно вот тот способ, который я вам показал. То есть вот устройство Powerbank именно с двумя отсеками USB. Их можно одновременно включить, то есть два блока батареи независимо работают. Это очень важно, друзья. Теперь, что касается, что еще хотел показать.
Ну, обувь, конечно. Я записывал видео, ну, про эко я стал записывать, потому что Adidas, что-то мне стало в них неудобно, когда тепло. Ну, просто весна началась, поэтому я вот перешел на эко. И обувь, конечно, да, является частью автономной работы фотографа. Посмотрите, я не знаю, какие у вас есть скажем, склонности к каким компаниям, но вот у меня последние многие годы я так с доверием отношусь, и мне нравится по износостойкости и по тому, как это все на моей ноге сидит, потому что у них тоже колодка разная. Ну, я просто затрону, покажу, что да, это является частью автономности в том числе. Значит, еще, значит, вернемся опять к мнению окружению. Все, что мы сейчас говорили, да, это мета, который я ушел, Facebook мета, который сейчас опомнилась и уже возвращается на наш рынок. Ну, уже поздно, друзья. Я в январе уже ушел. Flickr, Pix 500, Fluider, чего там только нет. Это все Web 2.0, друзья. Web 2.0, ну, я уже рассказывал, что это такое. Это когда Web 1, это когда мы просто локально на компьютерах какие-то имели текстовые сообщения или даже какие-то программы, но они были привязаны к конкретным машинам. Web 2, когда это все распространилось действительно в сеть, и уже появился обмен видео, фото, все остальное. Flickr, Meta, Instagram, YouTube, это все Web 2.0, друзья. Так вот, я выделил новые способы мобильной или автономной независимой фотографии. Конечно, это связано в первую очередь с появлением Web 3. И если вы не знаете, что такое, наберите, почитайте, посмотрите ролики. Но я рассказывал, что Web 3 это совершенно другая архитектура. Она не связана с конгломератами, мощными корпорациями, таких как Google, таких как Meta, Facebook, Amazon, ну и прочее, прочее. Ну и GAFA, да, GAFA или Fagma ее называют, да, Facebook, Amazon, Windows. Windows, говорю, Microsoft. Ну, вы поняли, да? Web 3 распределенная система, связана с блокчейном. Эти данные хранятся на разных серверах, в разной части. Их могут быть тысячи этих серверов, поэтому она распределена и децентрализована. Поэтому уничтожить полностью файл, архитектура таким образом сделана, что нельзя. Отключить нельзя. То есть сделать что-то, какие-то ограничения нельзя. Поэтому, но это дает возможности совершенно другие. И способы коммуникации в Web 3 отличаются кардинально от Web 2. То есть Web 2, если вы захотели там что-то отключить кому-то, да, как мне отключили Twitter, отключили и все, я не получил доступ. Да, ну поставил VPN, все работает. То же самое с YouTube, с остальным. Но в случае, если там действительно захотят, они могут и это отключить. В Web 3 это практически сделать нереально. Потому что это все распределено, у вас есть собственный ключ, это все хранится на разных серверах, и способы как бы просто заблокировать, уничтожить практически не существует. Особенно если вы этот файл заморозили, есть такая заморозка так называемая, где он сохранен уже жестко на этих серверах, и он остался там навсегда. Поэтому я за Web 3. Многие связывают Web 3 только с криптовалютами, но криптовалюта, друзья, это просто инструментарий для того, чтобы как-то общаться. Я все-таки вижу, что основное это не сами токены, да, криптовалют, не сами коины, а именно NFT, то есть способ взаимодействия между самими пользователями. То есть прямой обмен информацией, P2P, peer-to-peer, забыл, как это пишется, peer-to-peer. Или какие-то опосредованные. Но в любом случае это все данные фиксируются, все транзакции тоже фиксируются, поэтому что-то сделать не так, это все можно в записи реестра потом посмотреть. Подробнее смотрите все в интернете, про это есть, но вот переход в новый мир связан, конечно, в первую очередь с Web 3. И здесь я еще хочу еще одну тему затронуть вам, наверное, будет интересно. Это та новость, которая вот в ближайшие дни появилась в интернете. Вы знаете, что Илон Маск запустил массу спутников. Есть еще проект OneWeb, который участвует в том числе в России. Есть китайский проект, есть другие. Ну, смысл понятен, да, спутниковая связь, спутниковая сеть. Ну, кто не знает, сотовые как появились. Это военная технология релейных систем, да, которые потом взяли и поставили на поток после развала СССР и сделали из нее сотовую связь по всему миру.
То же самое спутниковая. Она существует, военные спутники, военная спутниковая связь всегда была, но просто сейчас ее развернули, разворачивают, и, соответственно, нужно портативные какие-то устройства для доступа. Маск пошел по пути вот этих тарелочек, да. Но я вас уверяю, друзья, что тарелочки это только промежуточный этап. Версия, которую я сегодня прочитал, есть подозрение в связи с тем, что обнародовали патенты Apple-овские, которые говорят о том, что в 14 или в 15 айфонах будет уже прямой приемник таких спутниковых сигналов. Что это дает? Это дает тотальную, полную автономность устройств. Давайте вернемся к вам. А то меня не видно, да, меня не слышно. Посмотрим на мою рожу, да. Это дает то, что ваше устройство теперь будет не привязано к сотовым вышкам, не привязано к каким-то устройствам, так же как сотовые телефоны. Они привязаны напрямую к сигналам спутника. И обмен данных, на первом этапе понятно, так же как и телеграф, это просто передача каких-то сообщений. Потом это просто какие-то наборы. Да? Ну и то, что это приведет в любом случае к потоковым данным, как минимум фотографиям. Вы знаете, что интернет начинал развиваться, именно сначала были тексты, потом появились какие-то картинки, гифы, ну все остальное. А потом все-таки фотографии уже пошли. И когда я писал диплом в 97-м, я уже брал фотографии из интернета, брал статьи оттуда. Все это было именно таким образом развивалось. Поэтому автономность связана, полная автономность связана с тем, что объект или фотограф перемещается с доступом к питанию электричества, не только себя. Второе, это я первое выбрал мнение, взгляд, да, это собственный взгляд на все. Второе, это работоспособность, которая обеспечивается с помощью автономного питания камеры, с помощью USB разъемов или там других каких-то типов. Дальше автономное хранение, это карточки, то, что мы говорили, да, перенос, возможность обмена, ридеры, всевозможные вот такие переходники, это обеспечивает автономность. Система хранения данных, жесткие диски, оптические носители, на которых я записывал. Ну и дальше распространение обмен. В случае Web 3 понятно, что это все работает, часть серверов лежит, но остальное все работает. Но нужна все равно доступ в интернет. Если доступ в интернет закрывается, проводной, беспроводной, то остается только один способ, это то, что говорил Тесла. Энергия везде свободна, ее навалом, поэтому это система спутниковой связи. Но вот мое мнение такое, в ту сторону все это пойдет. Аирдропы. Кто не знает, ну вот Максим, наверное, не знает, что есть в андроиде, не знаю, есть такая или нет штука, когда можно файл любой отправить на другое устройство. В данном случае, вот, например, я беру какой-то файл, да, то, что мне нравится. Любой абсолютно. Ну, фотографию. Значок, кстати, хочу сейчас поменять цвета. Думаю, красный, зеленый, тут пишут по-разному. Напишите в комментариях. Я хочу сделать значок другого цвета. Хочу сделать красным на белом цвете. Ну, может быть, кому-то нравится. Ну, вот я могу отправить его. Вот, ну, я про что говорю? То есть вы встречаетесь с человеком конкретно, вам нужно обменяться файлом. У вас нет интернета, ничего нет. Не работает, нет сетки. Выключено все, сгорело. С помощью AirDrop вы сможете это сделать, потому что это работает через Bluetooth. Bluetooth это радиоканал непосредственно короткого действия, короткого времени, да, ну, который расположен рядом. Ну и дальше вы отправить на AirDrop. Вот, нажимаете кнопочку AirDrop, и появляется устройство вблизи, которое находится. Например, вот мой iPad рядышком, да. Я нажимаю на iPad. iPad мне сразу переключается, пишет принять сигнал. Я говорю, да, принять. Ну вот он. Уже принял. Принял, прием. Так что вот. Это тоже имеет отношение непосредственно к автономности систем. Фотографии, о чем мы с вами говорим. Так, что еще? Про NFT сказал, про новые способы, про Web 3 сказал. Тотальная независимость техники возможно. Я поставил несколько стрелочек. Еще раз повторю. Первое, это питание камеры, питание устройств. Не только камеры, но и фонарей, жестких дисков, наушников, которые у меня сели. Всего. Да, кстати, если вы пользуете какие-то камеры других форматов, например, вы знаете, что использую такую штуковину, которую можно к кепке крепить, к деревьям. Ну, вообще, куда угодно, к заборам, там, куда хочешь.
Эта камера тоже питается в данном случае от USB. И она может заряжаться от USB, соответственно, вы должны понимать, что я точно так же эту камеру могу зарядить от пауэрбанка. Правильно? Правильно. Плюс она потребляет значительно меньше, чем мой фотоаппарат. Правильно, Фавионович? Фавионович согласен сегодня с вами. Полностью автономно не достичь, но мы стараемся это сделать максимально. В современных условиях ее можно достичь. Здорово, фотопрофиль. Обсуждаем автономность систем. Тотальная автономность фотографа в нынешних условиях. Что для этого нужно, что нужно для этого сделать. Ну, можно, конечно, предложить вариант еще котелок с собой брать, вечную спичку, ну, конечно, рюкзак. Смотрите мои видео, друзья, кто не смотрел про рюкзаки. Рюкзаки должны быть крепкие, надежные и должны, самое главное, позволять вам все это закрепить надежно. Вот, кстати, у меня модификация теперь f-стопа моего портативного. Кому, кстати, интересно, у меня осталось еще два таких. Вот такой, его можно использовать как аптечка. Сюда помещается масса всего, куча всяких отсеков. Ну, кому интересно, могу показать. Это тоже, кстати, имеет отношение к автономности, к удобству, потому что каждый раз залазить внутрь, ну, не всегда удобно. Ну, вот тут у меня много-много всего. Всяких кармашков, все это можно пристегнуть. И даже написать какой-то логотип. Лого. Логос. Правильно, Фавионыч? Думаю, что да. Фавионыч всегда прав. Это тоже имеет отношение. Звук попадает? Да нет, это эфир. Какая запись? Сейчас проверим. Логос. Запаздывает звук из-за того, что, может быть, высокое разрешение стоит. Надо поменьше сделать. Ну, давайте сейчас попробуем это сделать. Можно. Боюсь, что быстро это не получится сделать, но попробуем. Ну у меня 1280 на 720 стоит. Да нет, сейчас на самом деле я не могу поменять. Думаю, что это связано, конечно, с тем, что уже компьютер старенький, и он не тянет ту камеру, которую я поставил в высоком разрешении. Хотя ограничен там 720. Ну, ничего страшного. Звук ничего не накладывал, это прямая трансляция идет. Сдвиг, наверное, скорее всего, идет, да? Я не могу поменять. Думаю, что это связано, конечно. Ну, слушайте, ну что, можно включить, конечно. Запись? Нет, я не в записи. Что еще, о чем я сегодня хотел сказать? Ну, первая часть я говорил, что мнение взгляд, это актуально. Почему? Потому что действительно шума очень много вокруг информационного, и от него иногда голова пухнет, поэтому чаще выходить надо. Подышать, погулять и отвлечься, и вообще не смотреть эти каналы информационные, которые мешают творчеству человека. Так, про спутник сказал, про 14 iPhone. Про AirDrop сказал. Еще много экземпляров. Да, меня тут спрашивали по поводу того, когда я записывал запись сохранения файлов с Flickr. Говорили как раз о том, что почему ты типа не сохраняешь. Я сохраняю на оптический носитель, я об этом говорил. Поэтому я уже показывал, как это сделать. Еще раз напомню, кто не сохранился. Ну, вот в разделе статистики здесь можно зайти и увидеть файлы, которые для меня подготовлены были. Но у меня тут уже сохранено все, да. В общем, можно сделать запрос на сохранение, и те фотографии, которые у вас есть во Flickr. То же самое Инстаграм, он там дал несколько дней на сохранение, у меня 27 тысяч. Но открытых там немного, открытых сколько? По-моему, 5 или 6, что-то такое. Ну, в общем, это все можно сохранить.
Flickr работает без проблем, никаких ограничений я не увидел, мусор и всякий спам модерируется, все как бы работает, все исправно, все хорошо. Explorer работает, сегодняшний Explorer я сегодня, по-моему, еще не открывал, не смотрел, что там, но в принципе все прилично. Пейзажная фотография, птички, портреты, никакой политики большинство. Есть, конечно, иногда попадаются какие-то, но они такие далеки от событий, чтобы полностью заволочь, или как правильно сказать, вас в ту систему, которую хотят завлести. Все это управляемые процессы, поэтому, ну, а мы же сегодня тему рассматриваем автономности. Автономность предусматривает независимость от чего-либо. Это определение дано в словаре, в Википедии, там всего остального. Поэтому сомнение – путь к истине. Ну, все более-менее прилично сегодня. Поэтому, что касается еще внешних каких-то серверов, которые, возможно, кто смотрит ролики других, я наверняка знаю, что вы смотрите. Тот же Топтыгин выступил с заявлением двухминутным, когда сказал, что будет переносить, еще дублировать свой контент на Рутубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. И есть, кстати, еще Reddle, такая штуковина, которая альтернатива Ютубу, и многие каналы стали делать там. Но мало кто знает, что, например, в сети Polygon, это имеет отношение уже к блокчейну, к Web3, в сети Polygon тоже можно делать ролики, сохранять их и получать доступ. Поэтому, ну, как вариант, если вы хотите таким путем пойти, можно таким путем пойти. Вот такие в прорубях сегодня. Фотографии в прорубях. В целом, я думаю, что тема автономности, она будет нарастать. Почему? Потому что, когда вступают какие-то ограничения внешние, то тема автономности многократно увеличивается. И для меня это было всегда важным, потому что автономность подразумевает какие-то свободные шатания, ну не шатания, а возможности, скажем так, выйти из-под контроля. Ну, автономность, она всегда приветствуется творческими людьми. Ну и последний пункт у меня здесь выбран, это новая фотография, как раз связана в том числе, я считаю, что с автономностью. Это третий пункт, временная или прыжок в будущее. И здесь я хочу от вас получить комментарии, что вы, по вашему мнению, считаете будет новыми жанрами, абсолютно новыми. Такие жанры уже появились за последний год. И часть я о них уже рассказывал. Они появляются на стыке других жанров. Например, микропейзажная фотография, о которой я рассказывал, снимал видео. Например, жанры, связанные с артом, с дроном. Их причем не один уже жанр, уже множество. Это связано с тем, что появляются новые способы получения фотографического изображения. Кроме того, что возвращаются старые, да, цианотипия, да, классическая, на бумагу с помощью экспонирования солнечных лучей, там, искусственных лучей. В Питере есть музей, кому будет интересно, я думаю, что мы, может быть, сделаем даже обзор. Он находится в центре Петроградки, рядом с метро. Музеи фотографии как таковой, да, современной фотографии, небольшой музейчик. Но там даже есть, по-моему, курсы по цианотипию, есть, ну, можно познакомиться, посмотреть. Вообще, кто в Питер приедет, если вы собираетесь, обращайтесь, я думаю, что мы с вами вместе что-то новое откроем. И будем сейчас снимать, в том числе и в городе. Вы знаете, что я тут даже собирал данные по самым высоким зданиям мира. Вы знаете, что Лахта у нас построена, скоро будет сдаваться, уже сдается. Лахта-2 сейчас в проекте уже есть, уже выбирается место. Это будет второй по высоте, ну на данный момент второй по высоте, 800-метровый, почти 720 метров здания. Почему я это говорю? Вот эти 100 зданий мира, половина из них, большая половина в Китае.
В Европе, ну, кроме нашего, есть еще в Англии, есть еще большой в Мекке. Можно, кстати, посмотреть, интересно. Почему я об этом говорю? Потому что это будут центры. Это центры, вокруг которых будет концентрироваться вот это некий новый мир. Ну, на фотографиях, даже в фантастических фильмах все это вы видите, да, такие внутри. Москва-Сити, конечно же, да, там 2 или 3 здания, тоже зашедшие в эти сотни, высотой больше 300 метров. Почему? Все это идет наверх, да, все это ввысь идет, и новая фотография как раз и связана с тем, что кроме того, что она концентрируется в неком информационном поле, она концентрируется еще в материальном поле. И какие-то знаки, да, поскольку вы знаете, что мы живем в знаковой системе, они как бы говорят о том, что вот куда пойдет вектор на развитие. Сейчас многие блогеры начали записывать тоже видео про новые виды фотографий, про куда идет. Но в основном и многие из них ориентируются именно на западных участников форумов, да, и считают, что там ответы все знают. Ну, могу вас разуверить, точно не знают, потому что многие жанры появлялись как раз в тех местах, где их не ждут. Они внезапно, как мысль, спускается в пространство, да, и получается вот такой некое спускающееся событие, да, которое внезапно вдруг появляется и вот идет таким путем. У меня был в плане еще записать видео, у меня выпуск по поводу неучтенного фактора, да, который связан непосредственно с средами, со сферами, о которых мы с вами тоже периодически говорим. И мое глубокое убеждение в том, что как раз событие, которое произойдет именно в средах, можно сказать, оно будет неким толчком для развития, в том числе и новых видов фотографий. Потому что все течет, но все изменяется, да. Но с другой стороны появляются новые какие-то явления, которые современная наука уже может определить как совершенно новое явление. И эти явления сейчас появляются. Кто следит за Солнцем, за звездами, и, кстати, по поводу астрофотографий, напишите в комментариях, какие новые виды фотографий, астрофотографий вы обнаружили. Я, знаете, что поклонник творчества известного американского фотографа Рубена Ву, который открыл такой жанр. Это жанр называется, у него латинская книга люксус, по-моему, называется. Рисунок света. С помощью дронов, вот, кстати, переходник для дрона, он ко мне пришел, я его показывал уже, который позволяет такие жанры делать. Рисовать светом в пространстве. И много фотографий, которые в том числе и продается в NFT за большие деньги, как раз связано с этим жанром. Таких жанров будет новых множество, друзья. Не один, и не два, и не три. Потому что они рождаются на стыке технологий и на стыке жанров. Рубен Ву, вы знаете, я рассказывал, что его мысль была, можно ли сделать студийную пейзажную фотографию. Скажут, как бы это раньше было. Да, друзья, в 80-х годах я сам устанавливал вспышки или лампы, вспышки брал с собой и снимал со вспышкой пейзаж. Подсвечивал деревья на пленку. Это совершенно было невероятное зрелище, потому что ночной пейзаж, подсвеченный локально вспышками или лампами, он давал совершенно другой эффект. Но Рубен Ву пошел дальше всех, он стал подсвечивать большие объекты, горы, ледники, делать локальные вспышки, то есть рисунки светом. Он вышел за рамки, он сделал, в принципе, портрет для пейзажа. То есть стык вот этих жанров, да, позволил создать новый жанр, который, я думаю, что рано или поздно найдет какое-то название. Название это не важно, главное, что он в этом работает. Точно так же есть жанры, совмещающие художественные какие-то типы рисования. Да. Вы знаете, что все это уже происходило в 20-30-х годах прошлого века. Как раз эти новые жанры импрессионизма появились как раз вот в такие тяжелые времена, когда люди начали создавать что-то совершенно новое, не похожее. Какой голубь ко мне прилетел. Вчера мне, кстати, прилетела огромная чайка, тут гигантских размеров, села. Птицы любят. Птицы, кстати, тоже. Сейчас портреты, да, вот недавно же по дуроскопу показывали художника великого, известный фотограф, который делает портреты птиц и животных на черном фоне, их приводит там в студию. Я удивился, что по дуроскопу даже показали, хотя за его работами я тоже слежу. Это портреты животных, некоторых очень сложно, он там рассказывал,
как тяжело делать габон называется, да, с красной жопой таким обезьяны. Они очень опасные. Ну вот у него портреты такие есть. Тоже новый жанр, абсолютно открывший новые возможности для этого фотографа. Не сомневаюсь, что вы тоже сможете открыть свой собственный жанр. На стыке, например, черно-белой, цветной фотографии, как я вот делаю, колор, это мои сайн-арты, кто следит за моим творчеством во Фликере, и не только. Или, например, работать на стыке жанра пикториализма или какого-то другого жанра объединить. То есть, на самом деле, все на стыке. Все эти жанры придуманы, но между ними существуют ниши пустые. Поэтому, когда мы говорим о независимости именно от чего-либо во мнении, во взгляде, я имею как раз в виду это. То, что вы можете экспериментировать, не смотря на то, что вам диктуют ваши кураторы фотографические, или то, что вы читаете в журналах, фотографиях. Если сейчас с высоты уже посмотреть на те фотографы, те жанры, которые есть во Flickr, то вы с удивлением обнаружите, что там примерно все в каких-то рамках. Да? Но периодически возникают совершенно невероятные фотографы, такие, например, как вот, давайте сейчас переключу, если получится. Меня тут подтормаживает. И покажу вам лучшего фотографа прошлого года с небольшим количеством подписчиков, который сейчас создает тоже новый жанр. Он идет на стыке работы с птицами, на стыке работы с черно-белой фотографией, птицы, арт. Вот такой стык. И со своей работой, где птицы, я уже показывал его, действительно это новый жанр. Кто-то в нем работал, но это единицы людей. Но превратить это в нечто такое уже трендовое, превратить в нечто действительно то, что затрагивает душу человека, это ей удалось. И несмотря на то, что ее практически никто не знал, сейчас она становится более известной. Ну давай переключайся, что-то меня подтормаживает. Если вы думаете, что так же, как мне некоторые пишут, ой, очень далеко, там продать фотографии в NFT могут только известные фотографы, там неизвестные вообще туда не лезут, и вообще там все ничего не сделать, надо фотостоки. Личное ваше мнение, друзья, я так не считаю. Поэтому, если бы я все правила соблюдал в тех жанрах, в которых я работаю, и в своей отрасли, там, хай-фай техники, то никаких бы новых систем, нового типа я бы никогда не сделал, и тем более их не продал. Поэтому здесь только от вас. Если вы не верите, конечно, то считаете, что это все ерунда, тогда это не для вас. Эксперименты не для вас. Так, сейчас мы покажем ее. Сейчас я вам покажу. У меня, по-моему, даже сегодня комментарий я писал. Очень дружелюбные тоже. Вообще сообщество фотографов, поскольку это люди технически грамотные, они достаточно комфортные, и всегда можно получить отзыв и пообщаться, задать вопросы, если надо кому-то. Буквально, по-моему, сегодня ее была работа. Так, давайте, можно вот так найти. Я заодно покажу, как можно искать то, что вы не можете найти. Но вот здесь в разделе You можно посмотреть папку то, что вам нравится. Вот здесь вот. Фейв. Я ее отмечал, поэтому можно так найти. Если вы не помните имя, фамилия, то в принципе. Вот. Габриэль Винтер, кто не в курсе, лучший фотограф в жанре, я не помню каком, природа, по-моему, да, в жанре природа, лучший фотограф 2021 года. Черно-белые фотографии, цветных у нее нету. Видите, тоже пикториализм. Вот эти работы. Так, собственно говоря, сейчас мы доберемся до... Можно по альбомам посмотреть. Оно эксплуатирует. Вот эта работа. Помните, когда я записывал видео про этот конкурс, я говорил, что на момент, когда эта фотография была победителем, у нее было порядка 300 подписчиков всего. И просмотров было там порядка, я не помню, 30 или 40. Сейчас эту фотографию посмотрели 5 миллионов.
написали 242 комментария, ну немного, да. Ну, Олимпусом вот все снято. Дерево из птиц. Очень круто, друзья. Так, хорошо сдвигает восприятие и позволяет людям как-то по-новому взглянуть. То, что у нее есть свой художественный стиль, то, что у нее есть свое видение портретной фотографии, абсолютно точно. Не всем это близко, судя по тому, что, ну, вот видите, у него Pro уже стоит, у него, по-моему, Pro даже не было подписки, ну, слава богу. Одним из призом была Pro подписка, Pro аккаунт. Да, 2000 фотографий, видите, 800, ну, в 2 раза у него увеличилось где-то подписчиков, количество. Тем не менее, видите, такие прорывные вещи, они не всегда, они не будут массовыми никогда. Поэтому я могу сказать, что те жанры, которые вы открываете для себя, они могут быть массовыми там через многие-многие там годы, да, может быть, но в большинстве своем, конечно, это все равно узкое направление. Поэтому трендовые, да, трендовые вещи, да, вы заходите в Explore и смотрите там тренды какие-то. Ориентируйтесь на них. Если вы начинающий фотограф или считаете себя таковым, или учитесь, да, то вы можете зайти посмотреть, что же происходит. Почему этот инструмент я использую, почему я настоятельно рекомендую, потому что, ну, во-первых, это доброжелательная среда, не токсичная, во-вторых, действительно, там есть топы самые фотографы. И недавно, кстати, хочу вам показать еще работу Адама Гибса, такого пожилого фотографа пейзажной фотографии, очень известного блогера, который, который сейчас уже реже во Фликере, но он там присутствует, все равно выкладывает. И одна из его работ в минимализме, но она сразу зашла там на 2-е место. Почему? Потому что он снял редкое явление. Сейчас покажу. Сейчас найду. Некое такое подобие того, что мы делали. Вот, кстати, тоже стиль сразу узнается. Ну, такие вещи делают немного людей. Гевин Хартскейстл, или которого называют фототрипер, известнейший человек. Ну, видите, 100 тысяч человек уже посмотрели эту работу. То, что мы любим снимать, это деревья, как живые объекты, оживление деревьев. Он тоже этот жанр очень любит, так же, как Адам Гибс. Так, сейчас Гибса найду. У него в минимализме фотография, которая киты. Но киты сняты в экстремальных условиях. Не только это редкое явление, но и то, что это лед. Так, сейчас найдем. Видать, это было. Вот эта фотография. Смотрите. Адам Гибс в своей шапочке. И вот здесь, видите, все так, как будто лед. Это действительно лед. И вот здесь, вот видите, хвосты. Или это плавники. Но интересно, мне показалось весьма интересным, потому что, несмотря на то, что здесь нет каких-то грубых, ну, в смысле, высококачественных каких-то супер каких-то разрешений или еще чего-то, но сама по себе фотография, это как вопрос к тем людям, которые фотографии считают, что определяется только качеством самой картинки. Нет, друзья, редкие кадры, редкие события, они диктуют и как раз определяют то, что действительно работа интересная. Ну, почти 100 тысяч посмотрели. Да, прочитайте, посмотрите его влог, который он постоянно ведет. Адам Гибс, очень интересный фотограф, очень интересный блогер. В таком спокойном стиле всегда все преподносит. Ну и автономен в своем видении, автономен. Вот, кстати, тоже интересный фотограф, который работает очень много в жанре сепия, Людвиг Ромер. Я за его творчеством слежу, так же, как за Моэршем, который тоже развивается вот в этом направлении, в такой много сепий, много черно-белых работ, есть и цветные, конечно, но вот в сепии очень много работ, в разных оттенках тоже. Здесь и пейзажная фотография, есть индастриал, есть арт, есть на стыке все это. Настоятельно рекомендую посмотреть его работы, потому что это 100% эксперимент.
И поскольку все люди, которые занимаются экспериментами, как говорят, что это и есть наука, я рекомендую все-таки вот обращать внимание не с точки зрения того, как снимать, там что-то похожее сделать, а именно то, что вы можете изменить свое восприятие многих вещей и как-то задача, в принципе, автономности для того, чтобы совершить прыжок в будущее, как раз сместить свой фокус восприятия и найти что-то внутри вас, то, что позволит вам создать что-то новое. Понятно, что вы сами это не создадите, вам дадут возможность это сделать, некие силы, которые выше всех нас, которые дают возможности и позволяют что-то открыть совершенно невероятно. Это как молния, это как всегда неожиданно происходит. Поэтому, что там, со звуком совсем тут печально? Ну, вроде работает. Во всяком случае, у меня тут говорит все хорошо, все в порядке. Так, ну что еще? Что еще? Конечно, важно сохранить настроение, уверенность и силы, которые часто нас оставляют. Да? Я вот тоже тут редко стал выходить из дома, потому что с ногами какая-то беда, но работаю над этим. Все будет нормально, все будет хорошо. И обувь нам в помощь хорошая, качественная. Напишите, кстати, друзья, что вы считаете по поводу именно, что еще я упустил в автономности, да? Ну, вы знаете, что я, скажем так, отразил какие-то вот эти три, да, понятия. Автономное — это мнение, взгляд. Второе — это работоспособность, техника, технический термин, да. И третье — это временная автономность, то есть вне времени. То есть вы должны выйти за рамки каких-то временных и прыжок в будущее осуществить. А для этого нужно открыть новое что-то. Хотя я говорю, что все написано на кинопленке, важно только осознание, что, может быть, этот кадр сейчас, он некоторые люди, многие, этот кадр не видят, не могут его увидеть, рассмотреть, не понимают его смысл. Поэтому, ну, в этом плане вот знаковая система, она позволяет как-то через это перепрыгнуть. Что еще, друзья? Что еще, по вашему мнению, является необходимым и достаточным, как говорится, да, для того, чтобы совершить этот прыжок? Какие еще, может быть, неизвестные мне или неозвученные способы для того, чтобы этот прыжок состоялся и чтобы мы с вами вместе, может быть, или кто-то сам по себе открыл какой-то новый жанр? Вы знаете, что... Опять прилетели. Ну, сегодня птиц много, да, все греются, сидят. Все греются и сидят. Вчера у меня тоже гигантская такая штуковина прилетела. Это даже не чайка, а огромный баклан. Просто гигантских размеров. Он тут сел. Я к нему подошел. Вот такой вот. Огроменный. Гигантский. Просто гигантский. И потом улетел, я из него сделал арт. Да. Итак, подведем итоги. Еще раз. Автономность. Да, еще, кстати, друзья, через 4 дня у нас будет равноденствие, душевное спокойствие, добро внутри, медитация, все дела. Ну, медитация от себя уже добавил. Максим, да, абсолютно верно. Как обрести? Ну, как говорил, как мы общались недавно, когда, помните, встреча моя была с марокканцами, и я рассказывал как раз про итальянца, который уходит в пустыню, уезжает из Италии в Сахару. Я желаю, чтобы мы каждый нашли свою пустыню, туда, где мы можем отправиться, вне зависимости от того, это может быть в огороде, там, не знаю, в лесу, в ближайшей полянке, там, не знаю, в каком-то подземном переходе или еще где-то. Ну, в любом месте, где вы получаете душевное спокойствие, как сказал Максим, и добро внутри. Чтобы это возобновить. Я несколько дней таскал камеру, вы не поверите, я за эти несколько недель как бы из себя не мог выдавить нормального кадра.
И вчера тоже ходил, записал там даже видео, кусочки, все начал собирать и понял, что все это нафиг выкину, потому что там ничего нет. Там все какое-то выжатое, выдавленное. Оно не имеет никакого смысла и никакого развития. Хотя по прошествии времени возможно, что эти тоже будут, это мнение будет как раз объяснять те процессы, которые сейчас происходят. Это как там, глобальная трансформация, да, всего и вся. В том числе и фотографии. Поэтому, если говорить о таких масштабах именно производств техники, то здесь тоже наблюдаются сдвиги. И я не хочу сейчас быть каким-то экспертом, но вы уже заметили, что Sigma начала выпускать для Fuji, да, оптику по какой-то причине, да, что начинают меняться поставщики компаний, которые раньше использовали Zeiss, теперь переходят на внутренние какие-то. То есть идет некий раскол именно на зоны. Это я об этом говорил всегда, что это будет все равно сделано. И эти зоны будут локализованы. На переходном этапе, конечно, будут и Hasselblad работать с DJI. Там. Ну, я думаю, что в итоге все равно DJI, скорее всего, поставит какую-то свою собственную оптику. И не будет там никакого названия Hasselblad. Так же, как и вряд ли будет Zeiss продолжать сотрудничество. Ну, это мое личное мнение. Когда это произойдет, там, через 3 года, через 5, не знаю, но я думаю, что все это локализуется. Понятно, что технологии сами по себе, они не зависят от самих шильдиков. Вы знаете, что во время Второй мировой войны Гитлер отдал бесплатно японцам все чертежи компании немецких Zeiss. И вся линейка оптики, которая потом была сделана Минольтой, Коникой, да, Коника Минольта и других японских производителей, Олимпусов, это все практически клоны. Это не просто какие-то украденные вещи, а это точные копии тех оптических схем, которые были сделаны Zeiss. Это вся линейка объективов, которая на тот момент выпускалась. И поэтому это официальные данные, можно найти в интернете, и схемы, и даже статьи по этому поводу. Поэтому ничего удивительного, что у Pentax, например, есть замечательная оптика. Потом, когда начинаешь разбиваться, что это такое, откуда она взялась, все становится понятно. О, у меня тут красный квадрат, желтый квадрат, зеленый квадрат. Да, жду от вас комментария, друзья. Какой же все-таки цвет выбрать для знака? Ну, я хотел красный сделать на белом фоне. Не знаю, на сером фоне. Плохо, наверное, да? Может, серый на красном. Зеленый мне тут подсказывал фотопрофиль. Зеленый я пока не выбрал, какой цвет, не знаю, как он сочетается. Хотя зеленый с красным сочетается. Может оставить черно-белый, опять только инвертировать его. Бело-черный. Как у меня, помните, был цикл бело-черной фотографии. Может еще что-то. Не знаю, короче. Ну, вывод понятен, да? Бежим покупать пауэрбанки. Айпады, айфоны, кому это нужно, да, кому не нужно. Ну, конечно, в первую очередь, конечно, это кабельные вещи, да, соединители, которые позволят вам... Понятно, что это можно на ходу тоже распаять, это USB. Ну, зачем это делать на ходу, когда можно купить готовое и уже не париться, как говорится. Ну, а у кого руки нормально заточены, можете сами изготовить любое устройство, любой переходник. Так же, как вот я сделал, помните, у меня был цикл про микрофон Rode, мне не понравилось качество и кабеля самого, который в комплекте, и как это все сделано, и микрофон этот несовместим с айфоном, мне пришлось самому кабель сделать, ну да, цикл даже был, до сих пор люди смотрят. Все это можно сделать, если понимать принципы, да, если есть знания по электротехнике, если знания вообще по физике есть, то все это вы сможете сделать без проблем. Если же есть только навыки, но, к сожалению, навыки не дают общего видения. Куб. Хорошая штуковина, мы так ее пока еще не испытали. Чувствую, дождемся белых ночей, да? Ну, белые ночи тоже можно использовать. Думаю, что... Ну, вообще, на самом деле, вот эти системы дополнительного света, легкие, компактные, на литиевых батареях... О, кстати, видите, можно как. Можно даже вспышку запустить. Можно решать какую-то проблему локальной подсветки, избавиться от теней. То есть способы, на самом деле, технические способы, они, конечно, вторичны, потому что основное, то, что нужно, это мысль, идея и... Ослепил.
а потом уже технические способы вы находите. Бывает, что мысль приходит как раз наоборот. Вы имеете какое-то техническое устройство и понимаете, что можно из этого что-то сделать. Я думаю, что у Рубена Ву было примерно то же самое. Он понимал, что появились новые технические устройства, но они не были приспособлены для дронов, поэтому так же, как и какие-то новые изделия, благодаря вот 3D принтингу, да, 3D принтерам, можно сейчас изготовить какие-то изделия. Да. И вот, например, тот же самый крепеж вот этого блока, да, вот этого, он не существует для MacBook Air. Тем не менее, в сети сразу же появились 3D чертежи, как закрепить между двумя лучами вот этот фонарь, да, ну и по 2 штуки. Я все-таки мыслил так, что на данном этапе вот то, что Sunny Fire сделала такой верхний крепеж, да, они его реализовали, это для меня начальный выбор, да. А потом уже пробовать его с нижней точки. Но там ограничений много датчиков, а датчики это камеры, да, то есть вы знаете, что в том же самом Pro 3, сколько там датчиков получаете? 8 или 10 датчиков. В моем, считайте, там 4 верхних, 4 передние, 4 задние, 5, 6, 7 внизу, боковых нету. Но все равно это множество камер, которые обзор им тоже не надо ограничивать. Заболтал. Все ушли? Все ушли, кто остался. Ну, сегодня среда, я все-таки решил записать, хотя время не самое удачное, но я думаю, что кто-то в записи посмотрит, может быть, какие-то минутки ему пригодятся. Во всяком случае, вступление и первые там какие-то, то, что я озвучил, ну, может быть, для себя они откроют какие-то новые вопросы, которые могут потом вбить в интернете и найти на них ответы, пока интернет еще работает. Так что вот, а в Питере все хорошо. Интерес к фотографии все не ослабевает. В условиях новых событий интерес к ней еще больше возрастет, потому что это еще и терапия, о которой я писал. Максим, да, здесь. Это некая терапия, которая позволяет нам. И я думаю, что в наши ряды вольется еще больше людей, которые как раз увидят в фотографии некое такое явление, имеющее отношение к терапии. Ну, для того, чтобы не дошло дело до операции, да, какой-то жесткой, да, все-таки терапия может вылечить индивидуума, да. Операция — это уже крайний случай, когда уже все. Ну, операция без наркоза, как там, помните, анекдот был такой, да. Дорого и очень больно. Передача. Ну да, выглядит как передача, помните, этому Милолета. Цветка. Передача Цветка. Да, действительно происходит как передача Цветка, потому что безмолвная передача некая. Ну, благо современные свойства коммуникации, да, видеокамеры, YouTube, трансляции, даже дошли до такого уровня, что могут что-то передать. Понятно, что часть информации куда-то развеивается, рассеивается, но общие какие-то мысль витает. Когда мысль витает, что-то начинает происходить. Да, друзья, ну на сегодня, наверное, все. Не буду вас задерживать, друзья. Кто работает, работайте. Кто отдыхает, отдыхайте. Кто ищет планы, строит планы. Желаю удачной реализации. Увидимся. Да, по поводу верхних вот этой заставки, я, видите, оставил здесь Flickr у меня, Telegram и Twitter. Twitter работает, даже несмотря на ограничения.